Шутер 5 на 5, простой, веселый и с отличной графикой. Заинтересовало, что это такое? Это Мех Арена. Шутер с огромным количеством вооружения и самыми разнообразными картами. При этом всем он отлично оптимизирован, а значит запустится и будет летать на любом устройстве. Можно играть с друзьями, с кем угодно еще по сетке, и неважно, какой у него телефон. Ну и конечно же в Мех Арене огромное количество мехов, и каждый может подобрать его под свой стиль игры. Мне, например, очень понравился Guardian. Мне нравится он тем, что может нести на себе самое тяжелое вооружение и при этом же снимать щиты с помощью скилла System Crash с противников. Таким образом вы просто уничтожаете врагов. В августе Мех Арена стартовала по всему миру, и прямо сейчас в игре проводится множество событий, где, выполняя задания, можно получить особые награды и снаряжение. Но и это не все. Для всех игроков предусмотрены ежедневные награды за то, что вы просто заходите и играете. Мех Арена совершенно бесплатно, как на Android, так и на iOS. А перейдя по моей ссылочке в описании или по QR-коду, который вы сейчас видите на экране, вы также получите скин Steel Reaper, 500 акоинов и 70 тысяч кредитов, которые позволят вам лучше начать игру. Так что не теряйте времени, переходите по ссылкам в описании, качайте, играйте и удачи вам! Здравствуйте, господа! Добро пожаловать на краш-тест Range Rover со столбом. Но поскольку Range Rover боец, Range Rover выдерживает все. На Range Rover нет слова «нельзя». На Range Rover можно абсолютно все, что угодно. Поэтому мы попробовали сравнить несравнимое. Это RAM, он тяжелее и мощнее. И в него вроде как более правильный полный привод, а у меня сейчас будет сломан парк-шифт на коробке, но это уже не важно. Мы попробуем поперетягиваться. На мой взгляд, победит Dodge. Тем более утяжеление в кузове, видите? У меня понижайка. Он утаскивает. По-любому Dodge побеждает. Я на тормозе, смотри. Я просто на тормозе стою. Нет, Dodge тяжелее зацепистее и колеса шире. Но есть и преимущество у Ренжа. Он стоит 265 тысяч рублей. А Dodge 266, наверное. Чуть дороже. Это вот реально та тачка, которая, знаешь, жалко, что эта история заканчивается. То есть я бы на нем еще поездил, на самом деле, на оффроуде. Резину бы чуть позлее поставил, привода бы поменял. Блин, очень, конечно, не хочется в этот мотор лезть, но в целом, ну, это Range Rover, я могу жить с ним вечно. То есть, понимаете, я в этой, так сказать, как это называется, экосистеме Land Rover, да. И я бессмертен, и Land Rover со мной бессмертный. Мы все знаем про друг друга, и реально я бы еще с ним серии поснимал, но не думаю, что это будет так вам интересно. Есть идея, конечно, такой же еще один взять. Ну, просто хотя бы, чтобы мотор живой был. Потому что не надо ничего делать с этим мотором. Еще раз напомню вам. Но вот взять такой же, но просто с живым мотором. И нормально дать дрозда прямо на оффроуде. Прям жестко. Может подготовить еще больше резину, арки запилить и так далее. Ну, в общем, жалко, что это закончится сегодня. Серьезно жалко. Короче, четко отцентровали, чтобы столб, как всегда, зашел прямо вот в дверь. В общем, мы немного замяли верхнюю часть крыши, когда поднимали машину, но на самом деле это несущественно. Дело в том, что мы очень хорошо знаем конструкцию этого автомобиля, потому что мы такой же распиливали совершенно недавно. И в связи с этим у нас есть для вас много очень интересной информации прямо сейчас. Кстати, вы много раз просили, типа, Костян, развали своего ренжа об столб. Так вот, у нас есть потрясающая возможность сейчас посмотреть на разрез. Мы, кстати, в будущем видео со столбами будем делать так же. Наверное, мы будем разрезать вот так машину. И мы вам скажем, что сейчас вот эта машина против столба бессмертная. Нет смысла даже бить ренжа против столба, потому что он, возможно, даже превзойдет Cayenne. Он тяжелее и он прочнее. Как и все английское, мы когда пилили Bentley Continental, мы тоже офигевали с количества железа. Так вот,
Что встретит столб на своем пути? Давайте в слоях посмотрим. 2 слоя сразу. Это внешняя часть порога. Внутренняя часть порога, еще слой. Усиление между двумя порогами. 1, 2, 3 листа металла друг к другу присоединенные. И еще один слой в конце. То есть столб должен пройти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слоев, из которых 3 вместе спаяны. И все это еще между собой с постоянными перегородками. Это не одна перегородка. Перегородки идут так, сяк, 3, 10. Дверь. Давайте приоткроем дверь. Содержит внутри брус. Вот такой вот, алюминиевый, толстенный. Посмотрите, какая толщина стенки у бруса. Это 5. Это 5, причем он еще и, как бы сказать, H-образный груз. H-образный еще при этом брус. То есть из 5 это просто невероятной прочности конструкция. У столба нет абсолютно никаких шансов против Range Rover. Его нет смысла бить. Именно поэтому он весит 2,5 тонны. Поэтому Range Rover, любая понторезка, это ваш ключ к выживанию в любой опасной ситуации. Здесь все продумано на 10 тысяч раз вперед. Мобильное включение на секундочку. В этот раз мы сделали телеметрию супер устойчивой. В одном моноблочном корпусе из полиэтилена, скотча, пауэрбанка, самого лоджика и прочее. Так что это будет стоять как обычно здесь. Сейчас мотану на скотч, но в этот раз вероятность того, что что-то вырвет проводок или встряхнет, крайне мала. Ну прямо, мне кажется, так выглядит эталон. Ну все, аминь, господа. Все у нас сделано. Это на всякий случай не буду открывать, потому что очень неудобно стропить эту машину. А это все-таки я открою. И стропы, видите, как у нас условно, потому что стропа поджимается дверью. Стропы закреплены не очень, если честно. Запускаем GoPro-хи. Закрыли, натянули. Перепроверим еще, подтянем, наверное, на всякий случай. Машина очень тяжелая, стоит на досках высоко. Подвеску, как вы видите, мы подвязали специально, чтобы колеса не цепляли землю, иначе машину придется еще поднимать выше на досках. А вы бомбите, что высокие кроссоверы врезаются в более высокую точку столба, поэтому имеют перед ним преимущество. Следовательно, постарались не поднимать выше, чем обычно Range Rover. Вот в таком конфиге, все камеры замоторены, коптеры висят. Сегодня еще страшнее, чем обычно на самом деле, потому что тяжелая машина, скорость будет, скорее всего, невысокая. Я верю в 40. Все готовы? Вот такое первый раз! Таких приколов я еще не видел. Он раздавил GoPro с собой на столбе? Нет. Нет? О, повезло! Посмотри, какое количество арматуры он вытянул. Вот это трындец! Вы только посмотрите, как столб уничтожило, разрушило.
Выглядела супер мощно, но по повреждениям брюха мы уже видим, что повреждения не такие мощные, как должно было быть. О, поддон двигателя, это не редуктор, редуктор-то рядом, вот он, а это поддон. Мы точно не поедем никуда. Проблемы. Камень застрял, смотри, столб в подрамнике застрял. Как он наполучал, бедняга. Это, по-моему, был максимально жесткий раз из всех. Телега здесь, секундочку, а столб здесь. О боже, Range Rover, по-моему, получил максималку вообще из того, что можно было. Это просто максимальный хардкор. Но ты посмотри, какой он злой, он даже не бананом. То есть он столб впитал в себя и нес его все это время просто на себе. То есть реально, когда Range Rover врезается в столб, у столба большие проблемы. У столба огромные проблемы просто. И деформация вот отсюда не выглядит прямо супер ужасной. Надо скорость понять. Это GoPro пишет. Да, дверь-то, оказывается, блин, немало весит у ренжа. Я такое видел первый раз. Так, реально, сейчас погружение. А, здесь нет стеклоподъемника. Ну, тогда снимай через лабаш, походу. Так, и вот мы внутри. Никита пробует открыть багажник. Он открылся, значит, аккумулятор еще на месте. Открыт багажник. Давайте вот так завалим кадр. Я вам могу сказать, деформации вообще небольшие по сравнению с тем, что было. Сиденье, конечно, уехало немножко на туннель, но руль на месте, все на месте. Итак, самое главное, телеметрия. 58 километров в час. Шок. Это рекорд за всю историю наших тестов. С этой скорости Ларгус и Солярис уходили просто в восьмерочкой винтом. 58 километров в час. Я тебе могу сказать, там не жесть в салоне. Для 58 он прям победитель. Он супер крепкий. Супер крепкий. Именно поэтому этим машинам я доверяю. 58. Сейчас мы его поставим на колеса. Жалко, конечно, что аж расколола поддон у двигателя. Но это М62, его можно запустить даже без поддона. У нас есть там 5 минут на самом деле, чтобы поездить. Вы приколитесь. Ну что, ребят, сейчас задача мне сесть в машину и ее перевернут. А, это зеркало, забавно, оно оказалось у меня на уровне глаз. Да, не хотелось бы перевернуться обратно на крышу. Сейчас очень много... А, это дверная карта так у нас. Угу. Ты ногу сюда вытащи. Да, да, главное побольше чего, чтобы вылезало. А что, хотят там будет? Серьезно? Раз, два, Тихо, ребята! Ребята! Это выглядит странно! Я так... Оу! Я чуть не вышел через ту дверь! Не издает на запуск. А почему? Причем даже видит, что еще двигатель чуть теплый. Включается бортовой компьютер, он видит уровень топлива в баке. У него все в порядке. Руль не заклинен, причем. Не, а нас, ну, стартер нет. Ключ поворачивается, стартера нет. Может быть, перекладался? Очень похоже, потому что все огоньки горят, а стартера небо поднимется. Да, это хорошо. Не. И все передачи приборка видит правильно. Да, машина знает, на чем она включена. Кроме драйва, драйв не включается.
Так, эту я опустил, это я видел. Мы угнали трактор! О! Это максималка, пацаны, педаль в полу. Короче, мне нравится. Не слишком быстро, но... Сейчас, погоди, давай. Сейчас. Мастер, ёпти. Да, четко. Я все знаю. Все, так буду сидеть, зарабатывать бабки. Все знаю, все умею. Все, покрышка перевезена. Мы на месте. И все-таки я уверен, что не стартует мотор, потому что у нас нету масла в двигателе. Скорее всего, BMW-шный, уж не знаю, как там в М62, BMW-шники сейчас в комментариях отпишитесь, наверняка по датчику масла, по датчику уровня масла, он говорит, что его там нет и, соответственно, дает запрет на стартер. Почему-то мне так кажется. Или что-то еще, или действительно отбило провод. В любом случае, что мы видим? Что 2,5 тонны – это огромное количество инерции, которые с собой сносят все, что попадается им на пути. Через это вы обладаете некой большей выживаемостью внутри. Водитель, понятное дело, здесь не жилец, абсолютно. У нас подушки не сработали, потому что, во-первых, машина была заглушена, и даже была она заглушена для того, чтобы поднять подвеску, а подвеску мы поднимали для того, чтобы машина сидела ниже, и у нее было более, так сказать, нормальное положение относительно седанов, да, чтобы она не была на досках поднята и не била в верхнюю часть столба. И даже если бы машина была заведена, все равно подушки здесь в ошибке. Блок подушек на связь не выходил, и все равно бы они не стрельнули. Машина просто слишком убитая, чтобы подушки здесь стрельнули. А так бы раскрылись еще шторки, наверное, что-то было бы еще полегче, потому что вот сами шторки, вот они. Вот эта подушка. Как вы видите, она прекрасно себе на месте существует, и она там есть. Работает просто физика. Большая тяжелая машина, в которой очень много железа, лучше борется с какими-то препятствиями в виде бетона, такого же железа и всего прочего. Это также позитивно будет работать с вами в плане ДТП. Cayenne опыт, да, тоже. Cayenne тоже был тяжелый, по-моему, 200 или 2300 он весил. И тоже так же он хорошо себя показал против столба. И точно так же там водитель тоже не жилец, но, тем не менее, пассажиры, и правый пассажир, и задние имеют огромный шанс на выживание относительно других машин. И это самое важное. Но это, к сожалению, просто физика. Не могу здесь сказать ничего хорошего в адрес конкретно именно Land Rover или конкретно чего другого. Просто старая, тяжелая машина лучше работает на столбе, чем даже если новая и легкая. Это мы доказали. В остальном решать вам. Мне в остальном эта машина просто нравится сама по себе, поэтому я не объективен. Но, естественно, водителя спасти она бы все равно не смогла. 58 км в час. Задумайтесь о своей безопасности, господа. Спасибо, что смотрели это видео. Огромное всем удачи и пока.